Привет, я давно не выкладывала видео, потому что я взяла себе небольшой недельный отпуск, отдохнула, отметила день рождения сына и решила возвращаться. Связала вот такую базовую панамочку для вас. Приятного просмотра. Я буду вязать эту шапочку из пряжи Alize Cotton Gold Hobby. Оттенок у меня 166, состав 55% хлопка, 45% акрила, 50 грамм на 165 метров. Мне нужны будут спицы 3 мм круговые и спицы 3 мм чулочные. Также нам понадобится обязательно иголочка, маркер и ножницы. Панамочку я набирала 145 петель, 144 для самой панамочки и 1 для замыкания в круг. Если у вас другая пряжа, другие размеры, самое главное здесь это кратность 8. И здесь у нас кратность 8, и здесь у нас кратность 8. Здесь мы, получается, в 2 раза уменьшаем количество петель, и вверху у нас получается 72 петли. Вы посмотрите по своим шапочкам, может вы вязали уже из этой пряжи, посмотрите, какое количество вы петель набирали на этот размер головы. И вяжите примерно так же, просто удвойте это количество петель для того, чтобы связать вот этот вот, как это правильно называется, не знаю даже, как эти оборочки, чтобы связать. Я буду набирать самым обычным набором 145 петель. Я отмотала около 3 метров нити, потому что набирать очень много петель надо. Если останется лишнее, вы просто отрежете. Набираем, объединяем в круг и вяжем высоту 15 рядов. После того, как мы набрали петли, я здесь набирала уже до конца на 1 спицу, потому что места не хватило мне. После того, как мы набрали петли, мы смотрим, чтобы у нас все петли смотрели в одну сторону. Мы убираем ниточку, которая у нас идет от клубка в эту сторону, и объединяем в круг. С левой мы перебрасываем на правую, с правой мы берем последнюю петельку и переснимаем ее через снятую петлю, выскочила, и возвращаем обратно. Конечно, так как не надо делать, не надо набирать на 1 спицу, потому что потом будет немножко край стянутый. И мы вяжем всю нашу панамочку просто лицевыми петельками. Сейчас нам нужно без изменений провязать высоту 15 рядов. В моем случае это получилось 6 сантиметров. Я провязала 15 рядов, и теперь мы будем провязывать по 2 петельки вместе. Получается, за правые дужки слева направо 2 вместе. И сейчас у нас общее количество петель сократится до 72. Просто вот так вот по 2 петелечки провязываем. Конечно же, если у вас другой размер, вы вяжете не как я 6 сантиметров, вы уже смотрите по своему размеру и подбираете нужную вам длину. Конечно, идеально будет, если у вас есть панамка подходящего размера, и вы можете на нее прикладывать и смотреть, какой вам нужен размер полей. Так вот сокращаем. Когда мы убавили все петельки, у нас вот остается не так уж и много, 72 петли. Мы начинаем дальше вязать основную часть, верхнюю, так скажем, от шапочки, уже от самой. Просто продолжаем вязать все петельки лицевой гладью. Я буду вязать высоту около 10 сантиметров. Вы примеряйте, если у вас есть возможность примерить, и смотрите. Мы начинаем делать убавки, когда макушка практически закрыта уже. Так тут сейчас все смотрится. Так вот все смотрится, видите, все очень аккуратно и красиво. Связала в высоту 20 рядов, и сейчас мы начнем делать убавки. 72 у нас делится на 8, это получается 9, то есть каждую 8 и 9 петлю мы будем провязывать вместе. Далее нам надо будет перейти на чулочные спицы и вязать дальше до конца на них. Убавляем мы до 8 петелек. Так,
2, 4, 6, 7 и 8 с 9 мы убавляем так же, как мы делали до этого убавки. Опять провязываем 7 петель, 3, 4, 5, там хорошо видно, 6, 7 и 8 с 9 вместе. Следующий ряд мы провязываем без убавок, и убавки мы делаем в каждом втором ряду. Мы переходим на спицы чулочные. Маркер я вешаю вот сюда, чтобы мы знали, где у нас начало ряда. И показываю, как мы переходим на чулочные спицы. Я уже сделала 2 убавки, по-моему. Да, 2 убавки сделала. Это будет 3-я убавка у меня. И мы делаем убавку. И на одну спицу мы провяжем по 2 убавки. Мы вяжем вторую убавку. Поправляем спицы, чтобы у нас петли не тянулись. Провязали 2 убавки на одну спицу. И берем вторую спицу. Делаем то же самое. Убавлять будем до тех пор, пока на каждой спице не останется по 2 петельки. То есть мы провязываем последнюю убавку, и после нее мы уже ничего не вяжем. Мы сразу же будем отрезаем ниточку сантиметров 15 и вставляем в иголочку. Я делаю последние убавки, отрезаю ниточку и будем ее закреплять. На каждой спице остается по 2 петли. Я вставила иголочку, и теперь мы снимаем на иголочку все наши 8 петелек. Просто можно сразу достать аккуратно спицы и вот таким образом переснять все петельки на иглу. Сейчас нам нужно будет просунуть иголочку вовнутрь и затянуть хорошо. Теперь нам нужно закрепить ниточку, отрезать ее и убрать кончики крючком. Также нам осталось убрать вот эту вот веревочку. Далее вы можете какими-то цветочками, цветочки у меня есть в другом мастер-классе, ставлю вам ссылку, чтобы тут не показывать, не тратить время. Можете украсить цветочками, связанными крючком, можете украсить какими-то другими ленточками, бантиками, чем угодно. Такая вот сегодня у меня получилась простая панамочка, самая базовая, с которой справится, мне кажется, любой, кто захочет ее связать. Здесь нет ничего сложного. Делаются вот такие вот красивые рюши. Мне кажется, от полугода до года, если вы свяжете весной и до самой осени, она будет ребеночку как раз. Также вы можете связать точно такую же взрослую панамочку, просто сделать свои расчеты. Я примерно объяснила в самом начале видео, как здесь идет расчет. Украшения, конечно же, на ваш вкус. Я ничего делать не буду, потому что у меня эту панамочку носить никто не будет. Просто вот решила вам показать такой вот простой вариант на лето. Всем спасибо за просмотр и всем пока.